Я попал в мир, полностью состоящий из ничего, в прямом смысле этого слова, где мне каким-то образом нужно выжить, создать свой идеальный мир и наполнить его кучей различных технологий. И, конечно же, спасти его от самого сложного босса. Мы с вами появились в полной пустоте, и у нас с вами есть только звезды, пыль и ничего. Ну и, конечно же, нашей с вами главной целью будет построить новый дивный мир, который будет нам по душе. Из вот этих всяких приколов. Честно сказать, чувствую сейчас себя каким-то сэмпаем Сенку. То шарит, блин. И в данный момент мы с вами имеем всего лишь какие-то непонятные 4 книжки. Это, скорее всего, какие-то гайдбуки, а это квестбук. А вы еще заценили эту прекрасную анимацию? Когда ты берешь его в руку, он тебе становится больше. Классно. Что касаемо квестов, то нам здесь с самого начала говорят, что у нас с вами будет много химии, потому что здесь представлена таблица Менделеева, а значит нам придется ее всю собрать. Так как абсолютно на все эти элементы у нас с вами есть какие-то квесты, но при этом, к сожалению, без наград. Первые базовые квесты нам говорят, что у нас с вами есть монеты, мы их с вами можем тратить, мы их с вами можем получать за квесты, ну и, конечно же, в зависимости от предметов цена будет повышаться. А также это одна из основных валют для торговли жителями. Знакомство с автором, спасибо большое, Криптик, тебе за эту прекрасную сборку, надеюсь, она меня не подведет и даст волну хайпа. Важная информация, что ультимат мы с вами можем использовать, пока у нас с вами есть в руке инструмент. Квесты, помеченные восклицательным знаком, нужны обязательно к прочтению, потому что в них есть очень много полезной информации. Химические элементы также имеют EMC, равны их порядковому номеру в таблице Менделеева, то есть водород будет иметь одну EMC, гелий будет иметь 2 EMC. Также более сложные элементы будут иметь нормальное количество EMC, из которых они состоят. Криперы не могут разрушать блоки при взрывах, но также могут наносить нам урон. Ускоренное время сна, и также, получается, это время, по-моему, прибавляется в бутылку времени и какой-то наполнитель. Что касаемо той истории, которая там написана, то автор решил создать такой мир, который по душе каждому. То есть буквально из ничего. Мы с вами должны прийти к каким-то сверхъестественным технологиям. Создать новые миры, создать новые галактики, ну и так далее. И за выполнение первых 4 квестов нам с вами дают темпат, а также еще золотую монету. И у нас с вами открывается основная ветка квестов, где у нас с вами открывается нулевой акт. Что-то, короче, на непонятном. Ну и для того, чтобы нам с вами собирать различные глюоны, кварки, электроны, нам с вами достаточно просто получить вот эту пустотную кирку. И при этом автор сказал, что больше раздач никаких не будет. И добывая этой киркой вот эти вот непонятные блоки абсолютной пустоты, мы с вами получаем различные вещи. К примеру, низкий кварк, высокий кварк, электрон, глюон и также еще клей для кварка. А еще, как я понимаю, мы с вами реально находимся в космосе, потому что здесь такое чувство, что гравитации абсолютно нет. И я упал очень больно вообще-то. Поэтому при помощи правой кнопкой мыши мы это с вами можем подбирать. В общем-то, когда у нас с вами будет философский камень в руке, мы с вами можем нажать кнопку C для того, чтобы открыть этот крафтовый верстак. Теперь же здесь нам нужно с вами собрать протон, а также нейтрон для завершения каких-то квестов, благодаря чему у нас с вами здесь открывается еще один квест на атомы. Поэтому, не задумываясь, создаем эту штуковину. Короче говоря, я совсем запутался, потому что оказывается, что нам наврали с самого начала. Мы с вами не акколиты, и мы не будем вратарями. Чего? Непонятно. Это было всего лишь наше с вами первое испытание. Для того, чтобы стать настоящим защитником этих миров, нам нужно с вами пройти это испытание. Нужно начать работу и кому-то доказать что-то. Поэтому просто двигаемся дальше. Из атома, который мы с вами сделали ранее, мы с вами можем сделать один атом водорода. Поэтому собираем его и выполняем еще один квест. Объединив уже философский камень и 2 атома водорода, мы с вами можем получить атом гелия. Гелий и водород, атом лития. Литий и водород — это уже бериллий. Блин, я еще что, так всю буду таблицу Менделеева собирать, что ли? Там же 100 с лишним этих элементов находится. Капец. Бериллий и водород мы с вами получаем бор. Но если мы с вами объединим литий, бериллий и бром с философским камнем, то мы с вами можем контролировать гравитацию. Короче говоря, если мы ее с вами выключаем, то мы с вами просто покоряем весь этот космос. А если включаем, то у нас с вами обычная гравитация, как в обычном Майнкрафте. Ну а теперь, если я правильно понимаю, то нам с вами нужно создать какую-то острую звезду. Если я правильно понял, то это что-то страшное. А также, конечно же, создать свою первую планету, планета Земля. Дом, сладкий дом. Поэтому, забив свой инвентарь различными базовыми приколами, я приступаю к крафту своей планеты. Из этого всего создаем атомы, из которых создаем много водорода. И для создания нашей звезды нам всего лишь с вами понадобится наше управление гравитацией, 2 атома водорода и 2 атома гелия. Поэтому создадим эту штуковину. Это что такое? Я ее взорвал, и тут какая-то космическая пыль появилась. Говорят, что при помощи этой космической пыли мы с вами можем открывать новые элементы, всего лишь потыкав правой кнопкой мыши. И реально ведь что-то появляется. Ну и теперь, имея наконец-то все нужные нам с вами ингредиенты, мы с вами можем наконец-то создать свою первую планету Земля. Поэтому размещаем этот блок где-то здесь, ну и по идее просто нам нужно на него нажать. Ох.
Вот это прикол, конечно, я в лаве где-то появился. И между прочим, это уже получается какой-то новый вулканоблок. Спасите меня, пожалуйста. Ну и как я понимаю, то в первую очередь нужно обезопасить этот наш с вами портал. Поэтому просто делаем пока что здесь небольшую каменную платформу. У нас здесь, кстати, с вами появились новые квесты, и здесь есть глина. И я тут тоже вижу глину. Это судьба. Ну и благодаря этой глине мы с вами можем отбросить свои проблемы и сделать ножницы. И вообще, наверное, нужно избавиться от всех этих приколов. Поэтому пока что я просто это все удалю. Если что, то мы с вами можем добыть это все в любой момент. Блин, и на самом деле мне очень интересно, могу ли я выбраться наверх, если там вообще какая-либо жизнь. Где-то же мне дерево нужно достать. Ух, мир существует, но он плоский. Подумайте головкой, где вы живете. Решил немного отдохнуть, короче. По итогу захожу обратно в мир, и вот так вот у меня он уже, наверное, висит минут 10. А вот типа... серия. Ну а для того, чтобы увидеть фул этого кружочка, увидеть мое лицо и узнать всю важную информацию о канале и моей личной жизни, ты можешь подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Я тут, короче, решил шейдеры подрубить, чтобы было красиво, но, к большому сожалению, произошел некий конфликт с этой радугой. Но так-то, в принципе, все отлично и красиво. Поэтому, скажем, шейдерам нет. Но если вы знаете, как можно исправить такой небольшой конфуз, то, пожалуйста, напишите в комментариях, либо же в сообществе в Телеграме. Да, Майнкрафт без шейдеров, конечно, не классно. В любом случае, нам с вами нужно добыть, конечно же, дерево. Дерево упало. И после того, как у нас с вами появилось дерево, мы с вами, конечно же, можем его разобрать на доски. Из палочек нам нужно с вами сделать палочки для розжига. Делаем полублоки, уже из которых мы с вами, конечно же, соберем компостер. Но вот вопрос, зачем он нужен, все еще остается загадкой. Конечно же, не забудем создать сундук, где мы с вами будем хранить весь хлам, который у меня есть в инвентаре. Если мы с вами будем следовать квестам, то дальше нас попросят сделать с вами костер, с крафтом которого у нас с вами стоят небольшие проблемы, так как для его создания нам в любом случае с вами понадобится какой-то уголь. И оказывается, что уголь мы с вами можем получить всего лишь объединив 8 карбона с философским камнем. Но уже дальше, соответственно, создать и сам костер, который разместим где-нибудь здесь. А видимо, эти палочки, которые мы с вами сделали ранее, нужно для того, чтобы его разжечь. Но уже здесь мы с вами при помощи дерева сможем сделать уголь. И, кстати говоря, этот костер нам с вами дает регенерацию. На самом же деле компостер мы с вами сделали для того, чтобы получать костную муку. Просто наполнив его органикой, через какое-то время мы с вами получим эту самую муку. И все это делается ради квестов и, конечно же, монет. Благодаря нашему костру с регенерацией мы также с вами можем делать и кирпичи из глины, просто засунув их на этот самый костер. Опять наше развитие с вами упирается в магию, только на этот раз опять ботания. Как и раньше, для того, чтобы получить обычные лепестки, нам просто нужно разобрать цветок, благодаря чему у нас с вами открывается ветка с ботанией, где нам нужно из булыжника или лепестка собрать лепестковый аптекарь, для того, чтобы в будущем создать эндопламя, а также чистую маргаритку. Но для того, чтобы не бегать и не искать новые цветочки, мы с вами можем вырастить. Но, к сожалению, для этого нам с вами понадобится много костной муки, поэтому из глины создаем кусочки глиняных ножниц, которые, по идее, мы с вами можем обжарить на нашем костре, и уже, получается, объединив их вместе, получаем керамические ножницы. Но уже при помощи ножниц мы с вами будем собирать листву с этих деревьев, для того, чтобы в дальнейшем загрузить эту всю листву в эту самую бочку и получить костную муку. Но для того, чтобы автоматизировать наш компостер, нам с вами понадобится создать две деревянные воронки. Одну деревянную воронку мы, получается, с вами размещаем на бочку, на которую ставим компостер. На компостер размещаем деревянную воронку, на него опять бочку. И всю эту листву мы с вами загружаем в верхнюю бочку. И получается, что эта воронка будет автоматически подавать всю листву сюда, а костная мука, которая будет появляться здесь, будет поступать по воронке в этот сундук. Ну а для того, чтобы создать удобрение, которое будет выращивать нам только цветы, нам нужно всего лишь костную муку объединить с 4 красителями. И тогда мы с вами получим цветочное удобрение. Выбросив которое на землю, у нас с вами появляются несколько цветочков. Так как для создания чистой маргаритки нам с вами понадобится много белых лепесточков, а мы с вами имеем всего лишь 2 цветочка, поэтому раскладываем их на лепесточки и высаживаем на землю. Ну а при помощи костной муки выращиваем их. Ну и по идее можно рукой сломать. В принципе, таким простым образом проходит размножение этих самых лепестков. Ну и как нам известно, для того, чтобы создать этот цветочек, нам с вами понадобится, конечно же, вода. А ее нам нужно как-то сюда притащить еще. Поэтому из бревен мы с вами можем создать целое ведро, окружить его 5 элементами железа и получить, конечно же, железное ведро. Ну а дальше остается найти только источник воды. И, к большому сожалению, на карте нигде не видно воды. И, видимо, единственный оставшийся способ — это, конечно же, опять создать ее при помощи химии. Поэтому из атомов мы с вами создаем водород, но при помощи 2 элементов водорода и 1 кислорода мы с вами создаем воду. И вот есть единственный вопрос: могу ли я ее как-то вылить? Оказывается, все намного куда проще. Нам всего лишь нужно
соединить эту воду с деревянным ведром, для того, чтобы получить водом с ведрой. Ну и, конечно же, из этого мы с вами создаем бесконечный источник воды, благодаря чему мы с вами сможем наполнить этот самый лепестковый аптекарь, засунуть сюда всего лишь 4 белых лепестка, а также семечко пшеницы, для того, чтобы получить чистую маргаритку, при помощи которой, как и раньше, мы с вами можем превратить обычный камень в жизни камень, а дерево в жизни дерево. Кстати говоря, булыжник здесь превращается в камень, а камень превращается в гладкий камень, а потом этот гладкий камень уже превращается в жизни камень, который нам уже с вами нужно будет собрать. Но для того, чтобы нам сделать с вами дальше распределитель маны, нам с вами еще понадобится какой-то космический слиток, который мы с вами можем получить из падающей звезды, ну а точнее вот из этой пыли. Но ее всего лишь нам нужно с вами переплавить на нашем костре для того, чтобы получить тот самый космический слиточек. Но для того, чтобы управлять всеми механизмами, которые будут работать на мане, нам нужно с вами сделать вот такой вот посох леса. Ну а из жизни камня создаем бассейн маны. Ну и первой нашей генерирующей флорой будет эндопламя, для которого нам с вами понадобится один серый, 2 коричневых и 1 красный лепесток. Ну и то есть все, что нам с вами остается сделать, это поставить бассейн маны, в него направить распространитель маны, но уже, к примеру, сюда поставить эндопламя. При помощи нашего посоха леса связать это все вместе, а распространитель маны наполнить уже в бассейн. Ну и для того, чтобы наш эндопламя генерировал ману, нам нужно кинуть на него уголечек. По идее, он его сейчас должен скушать. Вот и потихоньку пошла первая мана. Если же мы с вами обложим наш монопул элементами железа, то получим котел. Зачем? Никто не знает. Поэтому просто пока что воткнем его куда-нибудь сюда. Следуя квестам, дальше нам нужно с вами создать вот такой вот мана-порошок, который будет создаваться из космической пыли, а также вечного блока. Ну и для того, чтобы получить этот самый вечный блок, нам нужно нашей с вами пустотной киркой, так сказать, собрать этот блок ничего. Дальше всего лишь его поставить под наш бассейн с маной, ну а дальше уже кинуть эту самую космическую пыль. И таким образом мы с вами получили мана-пыль. При помощи этого мана-порошка из жизни камня мы с вами можем создать рунический алтарь, который поставим куда-то сюда. Ну и конечно же эту штуковину мы с вами сделали не просто так, так как нам с вами в любом случае по квестам требуется создать все 5 базовых рун. Ну и начнем мы с вами, пожалуй, с самого простого. Создадим сначала руну воздуха. Из 6 листвы мы с вами можем получить сахарный тростник, который переделаем и получим сахар. Кислород мы с вами получали раньше, поэтому просто заберем его отсюда. Мана-порошок создаем. Теперь же остается создать только блоки лепестков. Создаем светло-синие и белые. Ставим сюда еще один распространитель маны, который направим, получается, из нашего бассейна в этот самый алтарь. Ну а теперь остается выложить все эти предметы для того, чтобы у нас с вами получилась руна. Она наполняется маной, ну а дальше в качестве катализатора сюда остается закинуть только жизни камень и клацнуть нашей магической палочкой. Для того, чтобы создать руну воды, нам с вами понадобится песок. Для этого мы с вами просто можем воспользоваться нашим философским камнем и получить его. Опять заполняем наш алтарь всеми нужными предметами. Наполняем руну, скидываем жизни камень и остается только активировать его. Руна воды готова. Для того, чтобы создать руну земли, нам с вами понадобится сломанный дипслейт. Поэтому нам всего лишь нужно прокопаться ниже 30 высоты. И здесь мы с вами можем накопать этот самый дипслейт. Опять же выкладываем все нужные ингредиенты для создания этой руны. Бросаем сюда камушек. Ну и при помощи посоха леса создаем нашу руну. Давайте немного отвлечемся от создания этих всех приколов, потому что мне нужно накопить достаточное количество маны. А пока мы с вами выполним еще один интересный квестик. И для этого нам с вами придется поставить нашу глину рядом с нашей чистой маргариткой, для того, чтобы она превратилась в терракоту. Из кирпичиков мы с вами создаем глиняный горшочек, который потом мы уже с вами обкладываем блоками терракоты, для того, чтобы получить горшок для выращивания. Но для того, чтобы этот горшок у нас с вами сразу же выбрасывал все предметы, для этого нам еще понадобится сделать вот такую вот керамическую воронку. Ну а дальше просто объединяем это все вместе и получаем Hopper Botany Pot. Принцип работы этой штуковины достаточно простой. Вниз нам нужно с вами поместить блок земли, а наверх, конечно же, саженец. Со временем этот саженец будет потихоньку вырастать, и потом, когда он вырастет до своего максимального размера, он оставит это все у себя в горшке и начнет расти заново. То есть все блоки, которые появились в этом горшке, они все уйдут в наш дровер. Ну и таким образом мы с вами сделали очень простую ферму дерева. Для того, чтобы создать руну маны, нам с вами понадобится бутылка с маной. Для этого всего лишь нам нужно простой пузырек закинуть в бассейн маны и наполнить его маной. Ну а дальше опять же заполняем наш рунический алтарь. Ну и конечно же куем нашу руну. Ну и наконец-то последняя руна огня. Для этого нам с вами понадобится еще и порох. Ну а так как у нас его с вами нету, поэтому придется дожидаться ночи и идти обезглавливать криперов. И первый крипер, которого я вижу на нашем горизонте, это вот этот вот. Блин, может быть ближе есть и что-то попроще? Ладно, тогда, видимо, реально придется принимать бой. Во-первых, убиваем зомби. Ну и не даем криперу взорваться. Как жить?
Порох у нас с вами есть, а значит, теперь остается пережить только ночь. Все ингредиенты уже на алтаре, а значит теперь остается только сковать нашу руну. Что ж, мои поздравления, господа, мы с вами сделали все 5 рун, которые нам нужно было. А теперь нам нужно сделать какой-то свиток знаний, который, кстати, нам разблокирует индустриальную эпоху. Для этого всего нам с вами придется загрузить все 5 рун на наш рунический алтарь, а также добавить еще бумагу. Поэтому штуковина это создается, добавляем камушек, ну и в принципе куем. Свиток готов. Ну и точно мои поздравления, так как мы с вами закончили первую примитивную эпоху. Дальше у нас уже с вами открылась индустриальная эпоха, где у нас с вами идет изучение пневматик крафта. Но прежде чем нам с вами начать заниматься индустриализацией, нам нужно с вами сделать космический генератор пыли. Для этого нам сначала нужно будет с вами создать управление гравитацией, а из нее уже сделать гравитационный блок. Также создаем огромное количество звезд. 4 из них переделываем в звездный блок, ну а все остальные звезды распыляем на космическую пыль, которую нам нужно будет с вами дальше скомпрессовать в 9 блоков космической пыли. Но оставшиеся 28 блоков вечности мы уже с вами знаем, как добывать, так как добывали их в прошлой серии. Ну а теперь нам с вами остается построить вот такую вот конструкцию из всего этого, где в центре у нас с вами будет располагаться гравитационный блок. Ну а для того, чтобы эта вся штуковина начала еще и работать, сверху нам нужно с вами поставить какой-нибудь сундук, либо же просто дровер. На этот гравитационный блок мы ставим с вами рычаг и запускаем. Эта штуковина начинает работать, и по идее здесь у нас сейчас с вами должна появляться космическая пыль. Ну а теперь мы с вами снова возвращаемся к примитивным истокам. Весь дальнейший наш прогресс будет зависеть напрямую от этого котла и моего понимания этого всего мира. Так как именно при помощи этого котла мы с вами сможем сделать компрессированный камень из обычного гладкого камня, ну а также компрессированное железо. И все это нам с вами понадобится для того, чтобы начать изучать мод Pneumatic Craft. Для того, чтобы нам с вами получить гладкий камень, нам с вами нужно чистую маргаритку обложить обычным булыжником. Для того, чтобы он трансформировался в обычный камень, а уже по истечении какого-то времени обычный камень превратится в гладкий камень. И самое главное не проспать, потому что гладкий камень может превратиться в жизнекамень. Для того, чтобы нам с вами получить компрессированное железо, нам с вами понадобится бутылек с железом, который мы с вами как раз таки можем получить при крушении этой космической пыли. Если мы с вами внимательно посмотрим на данный рецепт, то здесь написано кислота красными буквами. И значит, для того, чтобы происходила эта трансмутация из железа в компрессированное железо, нам нужна, чтобы здесь была кислота. Теперь возникает новый вопрос. Как нам с вами получить там кислоту? На самом же деле, это для меня очень новый мод, я ни разу его не видел. Да и в принципе вообще на просторах интернета на некоторых сайтах у него по 100 скачиваний. Ну и как вы понимаете, то никаких гайдов на него тоже нету. Но в гайдовой книжке тоже как бы не совсем много чего написано. Просто сказано, что нужно экспериментировать и засовывать туда абсолютно все предметы. Ну и перед данной серией я немного постарался для того, чтобы упростить нам с вами жизнь. В моем телеграм-канале по ссылочке в описании вы сможете перейти прямо на пост, где будет прикреплена таблица, в которой есть абсолютно все нужные предметы для тех или иных реактивов. Поэтому все, что нам сейчас с вами остается, набрать воды, залить в этот котел воды. Ну и для того, чтобы создать кислоту, нам всего лишь нужно с вами засунуть туда порох. Мы его туда закидываем, и наша жижа краснеет. Значит, что теперь мы с вами можем закидывать сюда железо, для того, чтобы получить скомпрессированное железо. Но для того, чтобы получить скомпрессированный камень, закидываем просто гладкий камень. И по итогу получаем камушек. Теперь при помощи этого компрессированного камня мы с вами наконец-то можем сделать печку. Ну и самое главное, что при помощи компрессированного железа нам с вами открывается Pneumatic Craft. Еще один новый мод, который неизвестен мне. При помощи компрессированного железа и стекла мы с вами можем создать трубы под давлением. Но если мы с вами обложим это компрессированное железо обычным камнем, то получим укрепленный камень. Дальше из которого нас с вами просят создать укрепленные кирпичи, из которых мы уже с вами можем создать какие-то стенки. При помощи трубы этой стены можем с вами создать клапан для высокого давления. Но если объединимся стеклом, то получим какое-то защищенное стекло. И для того, чтобы закончить квест, нам остается создать только интерфейс. Но в крафте его используется воронка, которая делается, черт возьми, его из железа. Но чтобы вы понимали, первое железо, которое мы с вами сможем получить, это только после создания вот этой камеры под давлением. И тут получается уже какая-то несостыковочка выходит. Что делать-то? Где железо брать? Ну а пока я пытаюсь понять, где можно взять еще железо, поэтому предлагаю посетить пока что Пургаторий. Для того, чтобы нам попасть в этот дивный мир, нам нужно с вами прокопаться ниже 62 высоты. Поэтому создаем портал к нашим лавовым озерам. Ну и начинаем раскопочки.
Откопавшись на 61 высоту, мы с вами копаем еще один блок, и в итоге реально нас с вами телепортирует куда-то. Здесь, кстати, есть жители. И знаете что, сейчас у меня возникла гениальная идея о том, как мы с вами можем стать богатыми людьми, ну и получить, конечно же, первое железо. Короче, ребята, рассказываю вам свой гениальный план. Стой, слушай меня быстро. Жителям мы с вами можем торговаться и продавать ему песок, тем самым зарабатывать бронзовые монеты. Если есть житель глиномес, то значит должен быть житель либо оружейник, либо бронник. Ну а значит, что за какую-то цену мы у него с вами можем купить какие-либо железные предметы. Ну а любые железные предметы мы с вами можем переплавить в печке и превратить их в один железный наггет. Конечно, схема получается немного затратная, но все же это пока что единственный простой вариант, который я вижу. Ну а если у вас еще остались вопросы, где мы с вами будем брать песок, то я скажу. Для этого нам всего лишь с вами понадобится огромное количество земли, ну и философский камень. При взаимодействии с землей у нас с вами получается песок, который мы с вами можем добыть при помощи лопаты. Но мало кто знает, что философский камень можно еще и прокачать, то есть увеличить его область действия. И таким образом у нас с вами сразу получается огромное количество песка, который мы с вами, конечно же, можем сломать при помощи лопаты. И теперь все, что нам с вами остается, это найти жителя, который у нас с вами будет покупать песок и отдавать за это целых 60 бронзовых монет. И по итогу со всего проданного песка я получил 3837 монет. А это значит, что теперь в моем кошельке находится 5 золотых, 95 серебряных и 56 бронзовых монет. Теперь же нам нужно найти вот этого человечка. У него мы с вами сможем покупать железный шлем за 25 монет. Если так считать, то на один слиток железа у нас с вами уходит 225 серебряных монет. Это, конечно, дорого слишком. Но если мы с вами прокачаем жителя, то по идее даже можем покупать самые дешевые у него ботинки за 9 серебряных монет, из которого мы с вами также можем получить один железный кусочек. Ну и по итогу всего этого действия была выкопана огромная яма, был потрачен не один десяток лопаты и минут 30, наверное, игры. Я, блин, столько дел сделал, а ты до сих пор лайк не поставил и комментарий не написал. Ну что это такое? Ну и по итогу всех этих приключений мы с вами имеем 53 железных наггетса. А это значит, что мы с вами можем сделать 5 железных слитков, ну и, конечно, сделать железную воронку. Честно сказать, это самая дорогая воронка в моей жизни. Ну и теперь, наконец-то, мы с вами можем сделать этот дорогой интерфейс. Квест на эту камеру подавлением выполнен, а это значит, что мы с вами в скором времени сможем получать, наконец-то, драгоценные металлы. Ну и я, конечно же, надеюсь, что вам не нужно объяснять, как строится эта камера. На самом же деле все просто, два интерфейса ставятся, один ставится здесь синим выходом, а другой ставится оранжевым выходом. Здесь у нас с вами стоит еще краник, тот самый клапан для давления, куда у нас с вами будет поступать весь этот воздух. Ну и в принципе стекло для того, чтобы просто наблюдать. Ну а для того, чтобы эта камера начала работать, нам с вами нужно подавать в нее воздух, а его еще нужно как-то генерировать. Ну и в этом, конечно же, нам с вами поможет вот такой воздушный компрессор. Также из компрессированного железа и сундука мы с вами можем сделать воронку, при помощи которой мы с вами будем подавать в эту нашу камеру какие-либо предметы. Ну и по идее камера должна сама уже выплевывать это все в сундук. Также подключаем сзади трубы, ну и расставляем несколько компрессоров для того, чтобы это работало все быстрее. Эти компрессоры у нас с вами будут работать от угля, то есть в них просто нужно засунуть немного угля, и у нас будет вырабатываться весь воздух. И самое страшное, что когда у нас с вами эти трубы наполнятся воздухом, и камера тоже наполнится воздухом, то это все взорвется. Поэтому, чтобы это все предотвратить, понадобится создать вот такой вот клапан безопасности. Ну а также нам еще с вами понадобится сделать вот такой вот счетчик, а в его крафте у нас используется золото. И поэтому первое, что мы с вами будем здесь делать, это будет золото. Ну а полученную золотую пыль мы с вами просто можем переплавить в печке для того, чтобы получить слиток. Но созданный модуль безопасности нам с вами просто нужно поставить на какую-то трубу. И когда у нас с вами здесь накопится 4,9 бара, если это значение будет выше, то лишний воздух будет выходить. После открытия металлов мы с вами наконец-то можем начинать крафтить трубы. Также еще за кадром я немножко сделал дроверов для того, чтобы уместить все здесь элементы. Я думал, что это будет намного проще, но почему-то дроверы не совсем корректно работают. Ну а перерабатывать эту пыль во всякие разные элементы я могу, к сожалению, пока что только ручками. Надеюсь, в будущем все изменится. Ну и в принципе для того, чтобы сейчас создать тот же самый контроллер для этих ящиков, нам понадобится с вами алмаз, который я пока что не могу никогда быть. Да и в крафте редстоун компараторов используется кварц, которого у меня тоже нет. Но раз нам открылись трубы, значит можно попробовать это автоматизировать все при помощи труб. Но для того, чтобы создать трубы, нам с вами понадобится редстоун. Для того, чтобы нам с вами получить свой первый редстоун, нам с вами нужно под монобассейн разместить красный бетонный порошок. Но уже сюда мы с вами можем закидывать космическую пыль. И уже только сейчас мы с вами можем наконец-то создать свои первые трубы. Но при помощи этих труб я решил соорудить небольшую автоматизацию. То есть сюда, в эти воронки, я буду выплевывать все эти элементы, они будут через воронку переходить в сундук, а уже из сундука по трубам будут растекаться по дроверам. Но для того, чтобы вещи вытаскивались из сундука, нужно
нужно сделать вот такой вот апгрейд экстракта. Теперь же эту штуковину просто нужно поместить именно вот в эту трубу. И как мы заметим, то все предметы извлекаются из этого сундука и распределяются по своим дроверам. Вообще, как я понимаю, то без автокликера здесь делать абсолютно нечего, так как трансформировать эту космическую в пыль, в элементы, это очень долго, нудно и скучно. Я тут за кадром немного ботанию решил распахать, потому что, судя по статистике позапрошлого видика, вам ботания не сильно-то и заходит. Но если кому интересно, то сейчас в краткости все расскажу. Здесь у меня стоит механизм, который дюпает ковры. Эндопламя сжирает эти коврики и вырабатывает ману. Здесь у нас с вами находится общее хранилище маны, где, в принципе, она должна скапливаться. Тут стоит основной бассейн, также здесь стоит агломерационная плита, которая подключена искра, и здесь, в принципе, тоже бассейн для того, чтобы запитывался этот портал в Эльфхейм. В принципе-то вот вроде бы все просто. А что касаемо автоматизации производства этих штуковин, оказывается, есть решение. Для этого нам всего лишь нужно сделать вот такую вот клик-машину, поставив которую рядом с воронкой, да и, в принципе, направив ее вот так вот. Здесь у нас с вами будет все экспортироваться в эту штуковину. Немного поэкспериментировав со скоростью кликов этой штуковины, я выбрал, что 0.2 это самый оптимальный вариант. Эта штуковина у нас их активирует, это все ломается и поступает, в принципе, это все обратно по трубам в эти штуковины. Также для того, чтобы эти штуки не забивались, я в них добавил Void Upgrade. То есть лишние предметы у нас с вами будут удаляться. Блин, и вообще класс этой машины в том, что она вообще не требует энергии, работает на радужной магии. А автоматизация получения всей этой пыли выглядит примерно вот таким вот образом. Если же говорить подробнее, то начало у нас берется вот с этой штуковины. Здесь мы с вами получаем дерево, так сказать, небольшая мобильная ферма дерева. Все растительное у нас с вами перерабатывается в костную муку, а дерево и палки у нас уходят вот сюда в хранение. Дерево же в дальнейшем у нас с вами поступает на эту самую плиту импровизированный костер, где у нас с вами получается уголь. А при помощи угля мы уже с вами запитываем воздушные генераторы для того, чтобы вырабатывать воздух для этих самых барокамер. Стоит у нас с вами 3 барокамеры для того, чтобы создавать золото, медь и железо. Ну и для того, чтобы нам с вами сейчас дойти до стола трансмутации, а до этого до пластика, нам еще с вами нужно выполнить кучу квестов. Ну а для этого нам с вами нужно будет еще построить целый завод. Для начала нам с вами понадобится создать вот таких вот несколько танков. Но из танка уже сделать газлифт. Ну а для того, чтобы газлифт смог опуститься вниз и найти нам сырую нефть, нам с вами понадобится сделать вот такие вот бурильные трубы. Ну а так как данные квесты у нас с вами идут после Портагории, то значит именно там нам нужно с вами искать нефть. Находим нам с вами понравившееся место, выставляем газлифт, присоединяем к нему трубы для того, чтобы поставить воздушные компрессоры. Наполняем их углем. Ну а так как в газлифт у нас с вами поступает воздух, поэтому загружаем сюда бурильные трубы. Ну а спустя какое-то время у нас с вами появилась сырая нефть, целых 16 ведер. Для того, чтобы забрать эту сырую нефть, мы с вами просто можем щелкнуть пустым танком, и в итоге у нас танк с вами наполнится. Вообще мы с вами можем сделать вот такую вот жидкостную воронку, при помощи которой мы с вами можем автоматизировать передачу этой сырой нефти в какой-либо танк. Вообще было бы идеально вместо этого жидкостного танка поставить эндер-танк для того, чтобы передавать эту всю жижу сразу к нам на базу. Но для того, чтобы перерабатывать сырую нефть на бензин, дизель, керосин и масла, нам с вами понадобится переработчик. Поэтому для начала мы с вами создаем контроллер, ну а также еще понадобится создать целых 4 выхода. И для того, чтобы этот перегонный столб у нас с вами сработал, ему, оказывается, не нужен воздух, а ему нужно тепло. Ну и по идее это самое тепло мы с вами могли бы получать из вот такой вот тепловой пушки. Но, к большому сожалению, здесь нам с вами понадобится алюминий, который мы с вами сможем получить лишь при помощи компактора. А эту штуковину сделать я пока что тоже не могу. Поэтому придется нагревать эту штуковину обычным дедовским способом. Конечно же, при помощи обычной лавы. Ну и для этого нам всего лишь нужно разместить рядом с этим контроллером наше ведро лавы, для того, чтобы эта штуковина начала нагреваться. Но насколько мне известно, то есть один нюанс. После догрева этой штуковины наша лава превратится с вами в обсидиан. Поэтому при помощи старенькой клик-машины мы с вами, по идее, можем избавиться от этого казуса. Но и при этом наш контроллер с вами будет также нагреваться. Поэтому к контроллеру присоединяем жидкостную воронку, а к нему уже танк с нефтью. Ну и как мы можем здесь увидеть, то по идее процесс начал идти. Хотя даже при помощи такой махинации у нас с вами все равно получается здесь обсидиан. И оказывается, для того, чтобы наш переработчик с вами остужался намного медленнее, нам нужно с вами 24 блока пустоты закрыть какими-либо блоками, как это сделано у меня. Ну и естественно еще засунуть вот сюда вот. И таким образом температура в этой штуковине будет расти до 186 градусов, если у нас с вами будет стоять внизу лава. Ну и короче говоря, я все-таки понял, как можно обойти эту штуковину, так как у нас лава с вами превращается в обсидиан, ну а при помощи нашего философского камня мы с вами можем обсидиан превратить обратно в лаву. Но для того, чтобы нам это с вами автоматизировать, нам всего лишь нужно с вами философский камень засунуть в клик-машину, и все будет работать. Но для того, чтобы нам с вами переделывать сжиженный газ в пластик, нам с вами понадобится вот такой вот термоперерабатывающий завод. Для его работы нам с вами понадобится температура, а также воздух. Ну и по аналогии с колонной переработки мы с вами запитываем эту всю штуковину. Этот самый сжиженный газ мы с вами также можем получать из дизеля, бензина и керосина путем переработки в
термоперерабатывающем заводе. И таким образом у нас с вами получается, что вся продукция сырой нефти, которая у нас с вами получается, отправляется в производство пластика. Но для того, чтобы нам с вами из сжиженного газа создавать пластик, нам с вами также еще понадобится обычный уголь, который у нас с вами создается в барокамере из древесного угля. И при помощи труб уже поставляется к термоперерабатывающему заводу. Но для того, чтобы из жидкого пластика нам с вами получить лист пластика, нам нужно всего лишь эту жижу вылить в обычный мир. А в награду за пластик мы с вами получаем чертеж печатной платы. Для того, чтобы нам с вами получить светящуюся пыль, нам сначала нужно с вами космическую пыль превратить в редстоун. Ну а дальше при помощи алхимического катализатора мы с вами превращаем же редстоун в светопыль. И все это нам с вами понадобилось для того, чтобы создать ультрафиолетовую коробку, которой мы с вами сможем обрабатывать наши пустые печатные платы. Но прежде чем что-либо обрабатывать, их сначала нам нужно с вами создать. Для создания 3 таких пустых печатных плат нам с вами понадобится 2 редстоун факела, 3 золотых наггета и также пластик. Ну и все это мы с вами засовываем в нашу барокамеру. Дальше такую печатную плату нам нужно с вами поместить в ультрафиолетовую коробку, которой также нужно подать воздух, где по истечению какого-то времени мы с вами получим выявленную печатную плату. Дальше нам с вами потребуется кислота для травления, которая будет также создаваться в барокамере. Также нам еще с вами понадобится создать танк для травления, в котором это все будет происходить. Ну и теперь все, что нам с вами остается, это залить кислоту в этот танк, и по истечению какого-то времени здесь мы с вами сможем получить печатную плату в разобранном виде, либо же сломанную печатную плату. Но для того, чтобы ускорить процесс травления, нам всего лишь понадобится нагреть этот танк. Но тогда в таком случае у нас с вами будет тратиться кислота, что в принципе нам пока что не нужно. Объединяя разобранные платы с транзисторами и капаситорами, мы с вами получаем готовую печатную плату. Транзисторы и капаситоры, если что, создаются тоже в барокамерах. Сейчас мы с вами, грубо говоря, достигли вершины данного мода, так как нам с вами открылась сборочная станция, благодаря которой мы с вами сможем создавать самые крутые механизмы из данного мода. Создаем ствол пушки, из которой уже делаем пневмоцилиндры, платформу для сборки, сборочный лазер, 2 порта входа и выхода, контроллер, и также для этого всего нам еще с вами понадобится пневматический ключ. Ну и для того, чтобы где-то нам с вами заряжать этот ключ, нам с вами понадобится вот такая заряжающая станция, которую нам с вами нужно просто присоединить к какой-либо трубе. Но поместив внутрь ключ, он будет заряжаться вот с такой красивой анимацией. И за выполнение всех этих квестов нам с вами дают планшет Амадрон, благодаря которому у нас с вами открывается новый вид торговли. При помощи шифта мы с вами выбираем наш с вами инвентарь, который нам нужно с вами будет поместить наши деньги, либо же предметы, за которые мы с вами будем покупать. Открываем планшет и видим, что здесь мы с вами можем выбирать различные приколы. Нам, к примеру, с вами понадобится вот такая вот программа лазер, поэтому нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Place Order. За нашими деньгами прилетает вот такой дрон, который тут же улетает, и прилетают обратно, видимо, уже с нужной нам вещью. Ну и по итогу мы с вами получаем эту самую программу. Это, конечно, все прикольно, но нам это больше не понадобится. И данную программу мы уже с вами помещаем в контроллер. Эта рука уже забрала пустую печатную плату и поместила ее на стол сборки. Ну и как вы понимаете, то данная штуковина намного упрощает создание печатных плат, но происходит это все медленно. Поэтому для того, чтобы ускорить весь этот процесс, мы можем с вами сделать вот такие вот модули скорости. Максимальное количество, которое можно засунуть в каждый механизм, это около 10 штук. Но и при этом объем потребляемого воздуха будет, скорее всего, тоже больше. Также при помощи этой штуковины и этой программы мы с вами можем создавать флаксовую пыль, которая нам с вами нужна для того, чтобы завершить эту индустриальную эпоху и создать ядро для всех машин. Для создания этой штуковины нам еще с вами понадобится террасталь, поэтому создаем ее. Выкладываем крафт и по итогу получаем перифериальный корпус, благодаря чему завершаем эту эпоху и получаем еще один планшет Амадрона. Но несмотря на это все, у нас с вами еще остался один квест. Для этого нам с вами придется сделать блоки из компрессированного железа, а дальше выложить космический слиток, блок компрессированного железа и обсидиан на агломерационную плиту, для того, чтобы получить этот самый стол. Ну и теперь все квесты выполнены. Ну а сейчас мы с вами открываем век цифровых технологий. Но прежде всего нам с вами потребуется отправиться в царство Аида. Но для начала нам с вами потребуется отправиться в Пуртагорию и прокопать огромнейшую яму вниз. Таким образом мы с вами как раз таки попадем в ад, где прежде всего нам с вами потребуется добыть кучу назирака, а также кварца. О, обломки. Кварц нам с вами понадобится для того, чтобы создать кварцевое железо. Объединив это железо с периферийным кейсом, который мы с вами сделали в прошлой серии, мы с вами можем получить машин-кейсинг, благодаря которому у нас с вами открывается путь в тяжелую алхимию. Мы с вами можем создать объединение
объединитель, уплотнитель, а также растворитель. Но все эти три механизма нам с вами понадобятся для того, чтобы мы с вами смогли создать более сложные соединения, а из них уже классные предметы. Все эти три механизма будут создаваться на агломерационной плите, поэтому выкладываем машин кейсинг, печатную плату, блок компрессированного железа, руну огня, руну осени и руну гнева. Таким образом мы с вами получаем объединитель. Для создания уплотнителя нам уже с вами понадобится руна обжорства, руна зимы, а также руна воздуха. А вот для создания растворителя нам уже с вами понадобится руна жадности, лета, а также земли. Ну а теперь же у нас с вами появляется новая проблема. Для работы трех этих приборов нам с вами понадобится РФ-энергия. Скорее, единственный вариант на данный момент, который мы с вами можем сделать, это вот такой вот блок Mana Flux Field. При помощи маны эта штуковина у нас с вами будет генерировать РФ-энергию. И даже в себе она имеет внутренний буфер хранения энергии, практически на 13 тысяч. Ну и поэтому пока что мы просто с вами переносим все эти механизмы сюда, для того чтобы напрямую без проводов запитывать их. Дальше по квестам нам с вами просят создать графит, поэтому нам нужно в комбайнер поместить всего лишь 4 карбона для того, чтобы получить баночку с графитом. Ну а из 8 таких баночек графита мы с вами можем получить графитовую пыль. И самое прикольное, что у всех этих элементов из чем-либо у нас с вами есть EMC, а значит, что мы с вами можем воспользоваться нашим трансмутационным столом, просто переместив сюда всякие приколы. Ведь создав один раз такой элемент и засунув в этот стол, мы с вами его можем вытаскивать дальше бесконечно, пока у нас с вами не закончится EMC, что намного упростит нашу игру. Но если мы с вами засунем 16 графитовой пыли в компактор, то мы уже с вами сможем получить алмазик. А если же просто переплавим уголь, либо эту графитовую пыль, то получим графитовый слиток. И опять же, оба эти предмета мы с вами можем изучить. Немного поизучав квесты, я понял, что сейчас нам стоит с вами углубиться в изучение мода Project E, так как его некоторые блоки нам с вами намного сильно смогут упростить прохождение. И первое, что мы с вами сделаем из этого мода, это будет энергетический коллектор. Эта штуковина нам будет с вами насыщать наши предметы EMC. К примеру, из обычного угля мы с вами сможем получить алхимический уголь. Ну и как вы понимаете, то при помощи прокачки энергии у нас с вами в конце может получиться блок Aeternals топлива. Однако эфирное топливо мы с вами также можем сделать при помощи философского камня и топлива Мобиуса. При помощи эфирного топлива и алмазного блока мы с вами можем создать темную материю, которая нам с вами понадобится для улучшения нашего энергетического коллектора. Теперь же он будет генерировать в 3 раза больше энергии. Также нам еще с вами потребуется создать 3 ковалентные пыли. Для низкой ковалентной пыли нам с вами понадобится диоксид кремния, который у нас с вами будет создаваться в комбайнере из одного элемента кремния и 2 элементов кислорода. Ну а теперь просто остается объединить диоксид кремния и карбон. Для создания высокой ковалентной пыли нам с вами понадобится 8 элементов карбона и алмаз. А вот для создания средней ковалентной пыли нам с вами придется постараться. Для начала мы с вами создаем оксид железа. Дальше делаем карбонат. Ну а теперь этот самый карбонат объединяем со стронцием, для того чтобы получить карбонат стронция. Ну а теперь наконец-то объединяем это все вместе и получаем среднесковалентную пыль. Ну и конечно же не забываем это все изучить. Также мы с вами можем сделать какое-то базовое реле. Пока что я не знаю, зачем оно нужно, но ради квестов это стоит делать. При помощи эфирного топлива и также темной материи мы с вами можем создать красную материю. Это нам с вами понадобится для того, чтобы создать энергетический коллектор уже 3-го уровня, который будет давать целых 40 EMC в секунду. И я вроде бы разобрался, как нам с вами можно получать EMC. Для этого нам с вами понадобятся вот такие вот энергетические коллекторы МК3, потому что они генерируют больше всех. Антиматериальный реле нам с вами понадобится для того, чтобы из этих крайних энергетических коллекторов мы с вами могли передавать вот в этот основной. Теперь, если мы с вами зайдем в этот коллектор, то увидим, с какой скоростью здесь начинает генерироваться энергия. С появлением большего количества EMC нам с вами здесь просто остается добавлять энергетические коллекторы, а также антиматериальные реле, для того, чтобы улучшать эту штуковину. Но в конечном результате мы с вами должны получить вот такой вот энергетический цветочек. Ну и конечно же в дальнейшем мы это с вами все можем уместить в один блок, так как у нас с вами здесь есть вот такие цветы силы. И те цветы в один блок уже нам с вами будут генерировать энергию сразу же в наш банк, а не вот в этот центральный блок. Но при помощи 4 блоков графита, 4 блоков темной материи и стола трансмутации мы с вами можем сделать планшет трансмутации. Благодаря этой штуковине мы с вами абсолютно в любом месте сможем открыть наш стол. Но при помощи этих предметов мы с вами сможем сделать EMC Link. Теперь же из базовых коллекторов 1-го уровня нам с вами нужно сделать вот такие вот базовые компрессированные коллекторы. Они нам с вами понадобятся для того, чтобы создать наш с вами первый базовый цветок, который будет генерировать 102 EMC каждые 20 тиков, то есть каждую секунду. И как я уже говорил ранее, то этот цветок это аналог вот этой штуковины, только в один блок. И сейчас у нас с вами начинается самый скучный этап в этом моде, потому что нам с вами остается ждать, пока у нас накопится определенное количество EMC, для того, чтобы мы с вами могли улучшать нашу материю. Все лучше и лучше и лучше. Ну а пока я на фоне фармлю большое количество EMC, предлагаю заняться более полезным делом. Для начала я все-таки думаю, можно создать ME-систему. Для начала нам с вами потребуется элементы кремния закинуть в компактор, для того, чтобы получить пыль кремния. Для обработки кремния нам с вами потребуется плавильня, в которую мы с вами закинем пыль, и на выходе мы должны с вами получить уже кремний из Refined Storage. Для крафта следующих сырых процессоров нам с вами понадобится
связывающий элемент, который у нас с вами будет делаться из ниток и также из слизи. Если у слизи у нас с вами есть EMC, то ниток у нас с вами нет. Поэтому нам с вами придется создать кератин. Для того, чтобы мы с вами в комбайнере смогли делать нужные предметы, нам с вами нужно нажать на эту кнопочку. Ну а здесь уже написать нужное нам название. Выбираем, блокируем, закрываем. Для начала создаем диоксид серы, старч, диоксид карбона, аммоний, этилен, протеин, ну и наконец-то создаем кератин. В компакторе выбираем нитки, ну и засовываем кератин. Моя печка очень долго работала, поэтому я решил ее улучшить в печку из темной материи. Однако печку из темной материи можно улучшить до красной материи. Ну и по идее эта штуковина уже переплавляет намного куда быстрее. Создаем железные процессоры, золотые и продвинутые алмазные. Для самой системы нам с вами, во-первых, понадобится создать контроллер, монитор для крафтов, ну и соответственно место для хранения дисков. Создаем парочку кабелей, делаем ядра создания, а также ядра разрушения, при помощи которых мы с вами можем создать монитор. А дальше этот монитор нужно объединить с верстаком и алмазным процессором для того, чтобы получить улучшенную версию. Теперь же остается каким-то образом сюда подать энергию. Для этого мы с вами воспользуемся модом Flux Networks. Для того, чтобы нам с вами химическим путем получить Ender Pearl, нам с вами понадобится меркурий, а также неодиум. Эти два элемента мы с вами можем вытащить из гриба, а также вот из такого зараженного нилиума. Для того, чтобы нам с вами получить такую землю, нам с вами понадобится лопата с шелковым касанием. А это значит, что в аду нам с вами нужно, во-первых, найти вот такие искаженные грибы, а также при помощи философского камня сделать эту землю и при помощи лопаты добыть ее. Она киркой добывается. Также два эти элемента мы с вами можем получить из искаженного вард-блока, который у нас будет с вами продуктом вырастания этого самого гриба. Так что теперь остается только ждать. Ну а после этого объединяем это все в комбайнере. Дальше нам с вами остается создать вот такие флаксовые ядра. 7 флаксовых блоков, делаем флакс-плаг, флакс-пойнт, а также базовое хранилище на 2 миллиона. Если я все правильно помню, то флакс-плаг у нас с вами будет добавлять энергию в наше хранилище, а флакс-пойнт, получается, дает энергию блокам. Ну и в принципе таким простым образом мы с вами сделали нашу систему. Осталось только добавить несколько дисков для того, чтобы она полностью нормально функционировала. Ну а дальше у нас с вами намечается что-то странное, и видимо будем делать какой-то реактор. Это стекло у нас с вами будет создаваться в комбайнере из оксида свинца, а также диоксида кремния. Видимо для продолжения квестов нам еще с вами понадобится осмиум и платина. Оба эти прикола мы с вами можем получить в камере расщепления, засунув сюда космическую пыль. Дальше при объединении порошка Блейза и этих двух слитков нам с вами нужно получить кожух реактора. И из этого всего я могу сделать вывод, что нам с вами потребуется создать вот такую мультиблочную структуру под названием реактор деления. Однако для создания этого самого контроллера нам с вами понадобится целых 4 слитка назерита. Но как вы понимаете, то это долгие раскопки были бы в аду. Но для того, чтобы совсем немного сэкономить времени в поисках древних обломков, я решил построить ферму на огненной орхидее, благодаря которой мы с вами можем получать кварц, золото, а также эти самые древние обломки. Также для камеры деления нам с вами понадобится ядро деления, в крафте которого у нас с вами будет использоваться ятриевый слиток, для получения которого нам с вами понадобится дипслейт засунуть в расщепитель. Ну и следуя руководству, нам с вами остается построить вот такую вот камеру 5×5. Но при помощи этой камеры мы с вами можем разбирать более сложные элементы на два более простых, если говорить простым языком. Но ведь на самом деле нам с вами нужно было сделать наоборот камеру объединения, так как мы с вами имеем наоборот более простые соединения. А для того, чтобы идти дальше, нам нужно с вами создавать более сложные. Камера объединения выглядит абсолютно точно так же, только единственное, что внутри она имеет уже ядро не деления, а ядро объединения. Но теперь при помощи алюминия и золота мы с вами можем создать уран, и благодаря чему у нас с вами открылся доступ к большим реакторам. А это значит, что мы с вами можем увеличить нашу генерирующую энергию, но какой в этом смысл, если нет никаких технологий? Поэтому я даже передумал создавать огромный реактор в целый чанг. Ну и в принципе на этом наши технологичные моды я бы уже закончил проходить и отправился уже ко всему известному Project E. Для того, чтобы нам с вами создать финальный осколок звезды, нам с вами понадобится целых 8 колоссальных звезд Омеги, а также звезда Ада. Звезду Ада мы с вами можем получить в объединителе всего лишь из 4 элементов. А это значит, что мы с вами наконец-таки можем создать последний финальный цветочек, который нам уже на секундочку будет с вами приносить 48 триллионов EMC в секунду. Ну а раз мы сейчас с вами отправимся в Вейнд, я бы хотел предложить сначала сделать классную броню. Для начала из темной материи, но дальше улучшить ее до красной материи. Но по итогу мы с вами можем получить вот такую вот гем-броню, в которой мы с вами даже можем летать. Для того, чтобы нам с вами отправиться в Вейнд, нам с вами нужно отправиться в ад для начала и прокопаться вниз. Таким образом, через какое-то время мы с вами окажемся в Вейнде. Ну и, соответственно, нам с вами нужно убить Эндер-дракона. Но так как я создатель всего идеального мира, поэтому я просто могу уничтожить дракона по щелчку пальца. И Эндер-дракон оказался убит всего лишь одним щелчком пальца. Ох, если бы вы знали, насколько я был бы рад, если бы это был бы последний босс. Потому что впереди нас ждет полнейший разрыв. Во-первых, из яйца дракона, который мы с вами получили, и этого долларового камня, который нас окружает, мы с вами можем сделать командный блок. Таким образом, выполнив все эти квесты,
квесты мы с вами можем призвать Визор Шторма. Жесть, если говорить честно, то я даже не знаю, что это за штуковина и как мне ее убить. И если уже издалека смотреть на эту штуковину, то выглядит она достаточно жутко. И как я понимаю, то это всего лишь 2-я или 3-я стадия. Теперь же наша буря стала уже 3-й стадией, а значит у него появились щупальца, у него стало больше хп, и также теперь разлетают какие-то астероиды. Но пока что я все так же не хочу к нему подходить. Но так как это чучело поднялось наверх, значит это уже 4-я стадия. Как же я устал уже ждать, реально, уже просто минут 40, наверное, прошло. Ну а если у нас все-таки с вами наконец-таки появился этот самый сушающий симбиот, то нам его с вами просто нужно убить. Бить его нужно, короче, тоже по вот этой фиолетовой штуковине. Ну а после его смерти у нас с вами появляется вот такая вот книга команд. Во-первых, при помощи которой нам с вами нужно сделать супер динамит. А дальше этот супер динамит улучшить до вот такого вот крутого динамита. Формидибомби. Дальше, по идее, эту штуковину нам с вами просто нужно установить, ну и поджечь. После чего эта штуковина помирает еще раз. Ну и по идее, это все уже, ведь, наверное, нет? Но знаете что, это еще не конец, потому что нам его нужно окончательно убить. Командный блок. А для этого нам нужно к нему подойти, во-первых, и что-то тут должно произойти. Оу, жесть, конечно. Ну это реально... Мужики, слов просто больше нет. Я уже 6 часов сижу, жду, пока что-то получится, но походу у меня все сломалось. Поэтому мы делаем все на самом деле просто. Берем и снова щелкаем этого самого визора. Ну и таким образом мы с вами получаем ту самую звезду, при помощи которой мы с вами наконец-таки можем сделать финальную звезду из мода Project E. А выполнив этот квест, это означает, что мы с вами полностью прошли данную сборку. А это получается, что...